Всем доброго вечера, друзья мои. В этом году очень тяжело вернуться в нормальный ритм, честно скажу. Тем более, что чем больше тебя узнают, тем больше обращаются, тем больше пишут, тем больше времени ты уделяешь людям, и не всегда тем, кто заслуживает этого внимания. Но в любом случае ты стараешься помочь, а там уже как они будут благодарны, это уже их дело. И этот год очень-очень загруженный, поэтому я, конечно, стараюсь уделять каналу внимание, впредь буду более старательно это делать, но вот первые месяцы много дел. Прям не могу вырулить из них. Но все же нашла время, потому что я знаю, что очень интересна вам эта рубрика. Да и вообще все лекции, которые я снимаю, и особенно те, где я раскрываю определенные секреты, тайны, может быть, очевидные вещи, о которых мы не задумываемся, да, все гениальное просто. Но в любом случае стоит послушать, почему вот эти вот лекции нужны. Даже не столь важно о жизни ведьм или простых людей, советы или просто ответы на вопросы и прочее. В любом случае, когда вы слушаете эти лекции, вы для себя очень много узнаете. И невольно приходит решение проблем. Ведь задача ведьм на этой земле – это выравнивать энергию. Это помочь. Это может на своем примере показать, как можно выйти из ситуации. Сказать спасительное слово. Иногда вовремя сказанное слово, указанное направление, может спасти судьбу человека и вывести его из тупика. Это реальность. И поэтому стоит все же прислушиваться. Ритуалы, они меняют жизнь людям. Они действительно меняют, они влияют на обстоятельства. Но если вы не поменяетесь внутри, если вы не станете мудрее, более разумные, хладнокровнее более, то вы все время будете повторять те же самые ошибки. Люди путают понятие образованность и ум. Это разные вещи. Люди раньше были необразованные, они были неграмотные, они читать, писать не умели. Это была привилегия богатых людей, потому как они могли себе позволить учителя, они могли себе позволить книги, которые очень дорого стоили, чуть ли не целое состояние. Их делали сначала в разных культурах по-разному. У египтян из папируса, что добывалось непросто. В Закавказье и потом на Руси пергамент, что брали из шкуры, из телячьей шкуры. Представьте, на одну книгу сколько телят было нужно, чтобы написать одну книгу. Это книги, которые весили несколько пудов изначально. Потом начали писать на бересте, потом уже намного позже. Кстати, первой в Индии была изготовлена бумага по особой технологии. Тоже стоило очень дорого. А потом уже научились, уже и лес использовали, и другие материалы. Одним словом, все, что мы используем, чем мы пользуемся сейчас, это труд многих сотен поколений, которые постепенно эти все технологии дошли до нас, и мы теперь каждый день этим пользуемся как обыкновенными вещами, да, и не задумываемся над тем, что когда-то, много тысяч лет назад, это была привилегия самых богатых людей. Так вот, тогда люди были неграмотны, тогда люди были необразованы, но они были умны. Понимаете, в чем разница? Ум, разум, пытливый ум, поиск знаний, умение читать по
по приметам, умение читать не имеется в виду обладать ясновидением, но понимать природу, понимать явления разные, понимать, когда ожидать заморозки, когда будет холодная зима или теплая или умеренная, когда реки поднимутся в руслах, когда какую погоду использовать, когда что сажать. Это все ум, это все знание. Поэтому многие люди сейчас образованы. Они заканчивают академии и прочее. Но это никак не влияет на их умственные способности, никак не влияет на их, скажем, совесть, честь, внутреннюю дисциплину. Многие очень умные люди, не умные, неправильно, образованные очень люди, светилы наук, врачи, поддерживали режим Гитлера когда-то и проводили опыты на людях. Они были образованные люди. Но можно ли их назвать умными? Умный человек, он идет рука об руку с совестью. У них не было совести и чести. Хотя они были очень образованные люди. Поэтому я имею в виду, что мы стали образованнее, но потеряли ум. Понимаете, во многом потеряли. Люди жили в бедных домах, не имели никакие блага цивилизации, купались в каких-то там емкостях, тазиках, в реке. Но при всем этом они были добрее душой. Сейчас проводят эксперименты разные. Там блогеры, какие-то общественные организации, молодежные какие-то организации. Ребенок, он на улице холодно, ребенок сидит в одной майке, укрывается пакетом. И проходит огромное количество людей, никто не остановился и не спросил, что случилось у этого ребенка, что с ним произошло. Только один парень остановился и снял свою куртку, позвонил в полицию. То есть заинтересовался человек судьбой этого ребенка. А люди проходят и не... Почему происходит это насилие на земле? Почему происходит зло? Почему это все поощряется? Из-за абсолютного, знаете, безразличия вокруг. Муж бьет женщину на улице, все спокойно проходят. Хорошо, я согласна, боятся подойти. Может, у него нож, оружие, еще что-нибудь. Понимаю. Но в полицию звонить можно? Этого не делают. Поэтому, когда мы сетуем на то, что мир стал злой и прочее, а мир это кто? Это мы с вами. Человеческие создания, человеки. Если каждый из нас будет человеком, будет вести себя достойно, мир станет добрее. Но мы говорим о том, что мир злой. Но кому принадлежит этот мир? Кто здесь живет? Мы с вами живем. Каждый народ выбирает себе врага. Сейчас, вот, например, западная система пропаганды, она как устроена? Поссорить все народы между собой. Разделяй и властвуй. Раньше объединяла нас дружба. Сейчас объединяет ненависть. Сейчас дружат против одного. Против, как Раневская говорила, против кого мы сегодня дружим. Так вот, для чего нужны знания? Для чего человек должен много изучать, читать? Пока он живой и пока он существует на этой земле, он должен наполнять свой мозг знаниями. Это нужно для того, чтобы правильно жить, чтобы привнести свою лепту, чтобы жить как человек и уйти как человек. Это влияет на качество жизни. Это влияет на то, насколько ты полезный человек и что ты оставишь в этом мире после себя. Итак, тайны ведьм. Сегодня я поговорю о ведьмах. Мы об этом уже говорили много раз. Различные я лекции снимала. Ведьма и колдунья. Значит, 3 типа ведьм.
Это родовые ведьмы, это природные ведьмы, наученные ведьмы. Откройте, посмотрите. Значит, наученные или обученные, без разницы. Далее, поклонение и служение, чтобы вы понимали, что я служу этим силам, а вы поклоняетесь. И у нас разные функции. Я это все сняла и показала для того, чтобы люди понимали, что просто видеть какие-то яркие пророческие сны, что иметь сильную интуицию, защиту рода, что когда за тебя наказывают, что когда у тебя такая непробиваемая защита и прочее, это не означает, что ты ведьма. Это означает, что у тебя сильный род. И я это объяснила, почему так происходит. Но сейчас очень модно, вот, понимаете, делать деньги на людях, на их тщеславии, на их жадности, что все могут колдовать, у всех там сила какая-то должна открыться, все должны пробудиться откуда-то, от чего-то. А ведь мы пришли в этот мир не для того, чтобы все колдовали, или все оперировали, или все учили, или все плавали. У каждого своя миссия. И не нужно стесняться того, что человек работает на заводе. У меня есть очень хороший друг, я могу назвать ее. Она была еще ребенком, можно сказать, молодой очень. Начала работать на заводе. Получила техническое образование. Теперь она мастер. Завтра она может возглавить отдел в этом заводе. Послезавтра она может завод возглавить. Понимаете, сейчас принято почему-то вот это всю эту суету ни о чем. Тщетные какие-то занятия и прочее рекламировать как... То есть вот ты работаешь, ты там шьешь, вышиваешь, детали какие-то, машины чинишь. Ну, ты дурак, ты не умеешь жить. Надо ничего не делать. Надо посылать какие-то лучи во Вселенную, какие-то в каком-то ресурсе быть. То есть из воздуха нужно делать деньги, либо продавая свое тело, в крайнем случае. То есть вот идет пропаганда тщетного труда, ни о чем. То, что тебе... Вот вы подумайте над этим. Женщина, которая там показывает, вот она живет в Дубае, у нее какие-то есть поклонники и так далее. Она пока красива. Она вкладывается в себя. Но сколько она будет находиться в этом состоянии? 30, 40, 45, 50. Дальше кто будет как бы ее приглашать куда-то, так мягко выражаясь? Переключиться на более молодых. Что она сделала в своей жизни? Она продавала себя. Тело постарело, заказы закончились. Все. Она не развивала, она ничего не купила, она ничего не сделала, ничего не построила. Ничего. Она просто впустую потратила это время. И из этой сказки «Стрекоза и муравей», понимаете? Пока муравей трудился на заводе, строил дом, пока муравей обретал какие-то навыки, потом открыл какое-то свое дело и так далее, стрекоза плясала. Она думала, что она вечно будет молодая и красивая. И вот приходит осень, зима, и куда ей деться? Зима, естественно, это возраст. Это упущенное время. Поэтому не надо нацеливаться на вот это тщетное, пустое нечто. Надо ценить настоящую профессию. Не надо стесняться, что ты работаешь, в 6 утра встаешь на маршрутке, куда ты едешь. Там. Так люди поднимаются, все люди так поднимались. Все остальные, вот эти стрекозы, которые плясали, которые показывали ресурсную жизнь, еще что-нибудь, они остались ни с чем, потому что мы все
рано или поздно стареем. У нас не может быть вечной красоты, вечной силы, вечной энергии. Мы приходим к своей осени и к зиме. И для этого нужно, ну, как мир животных, припасы иметь. И не только денежные припасы, еще и припасы навыков, которые у тебя никто не заберет. В этом мире случаются катастрофы, когда люди вынуждены оставить свою родину, уйти куда-нибудь, спасая детей, да. Если человек ювелир, он может все потерять, он может оставить там все свои инструменты, все, что есть. Но все, что у него в голове осталось со временем, он это восстановит. Его обязательно пригласят работать, если он профессионал. Ему обязательно дадут эти инструменты по новой. Ему обязательно дадут этот офис. Он обязательно через несколько лет, то есть восстановит, восполнит эту утрату, еще и сверху заработает. Понимаете? Навык вкладывайте в себя. Имейте много профессий, потому что это не помешает в любой момент. Ни одно, так другое, ни другое, так третье. Чем больше вы вкладываетесь в этот мир, тем больше мир вам отдает. Вот выжимайте себя по полной программе. Вот смотрите, как у голливудских звезд. Продюсер, там, писатель, сатирик, что еще? Певец, актер. Они же во всем себя пробуют. У них нет ограничений. Это у нас какое-то такое ограничение. Ну, у нас еще и любят камнями закидывать умных, сильных людей. У нас не любят умных людей. Вот если сравнить, как в России человек поднимается и как на Западе. На Западе почему помогают человеку? Потому что можно у него взять налог. Он налогоплательщик. Потом он на своих талантах будет зарабатывать. Естественно, он даст многим работу. Музыкантам, там, каким-то актерам, певцам, танцовщицам и так далее. То есть он трудоустроит определенное количество людей и еще и будет платить налог. У нас, к сожалению, это не так. Поэтому в России, если человек чего-то достигает, он должен быть готов ко всему. Он должен быть готов к тюрьме, он должен быть готов к проверкам, к доносам. Он должен быть готов к тому, что придут, его дело заберут. Просто будет рейдерский захват. Он должен быть готов ко всему. Мы вот это вот с коммунистических времен, что богатые люди, это буржуи проклятые, у них все надо забирать. И у нас нет жалости к человеку, который поднимается. Вы читайте постоянно, когда там какой-то певец резко поднялся, как там, зажрался, заработал и хватит. Шиковал и хороший, и достаточно. У нас всегда со злобой и ненавистью говорят о человеке, который работает и чего-то создает. Поэтому в нашей стране, к сожалению, если человек выжил, если его не убили, не посадили, не отобрали, не облили дерьмом, не очернили и так далее, он как-нибудь выплыл, это просто героические люди. У нас нету защиты человека известного, нету. Это на Западе за каждый там фотографию каждую или неправильное сведение миллионы долларов платят за клевету и так. У нас такого нет. У нас самый большой штраф может быть 5000 рублей, но эта грязная статья разошлась, понимаете? Ну, заплатили они 5000, а заработали миллионы на этом. Вот о чем речь. У нас, к сожалению, этого нет. У нас абсолютная ненависть к человеку, который сам себя создает и поднимает. Абсолютная ненависть. И жажда падения, жажда крови. Вы заметили, как у нас народ радуется, когда кого-нибудь посадили? Они сразу требуют, пусть забирают, пусть конфискуют все, пускай все отбирают. От чего это? От того, что у нас огромное количество лет считалось, что все мы равны, все мы должны быть одинаковы, никто ничем не должен отличаться, хотя элита существовала и тогда, и сейчас. И потом элита в понимании, то есть в хорошем элита должно быть, это люди, которые разбогатели своим трудом, поднялись. Смотрите, до 17 года у нас богачи кто были? Люди, которые поднялись своим трудом, которые построили
богадельни, которые построили заводы, которые занимались благотворительностью, талантливых детей отправляли за границу учиться. Это были богатые люди. 90-е у нас кто богачи? У нас те, кто у кого отобрал, кто у кого грохнул, кто у кого что захватил, перехватил и так далее. Вот такие пришли богачи. Это люди, которые не имели жалости, люди, которых самих потом отправили на Хованское кладбище. То есть у этих людей не было понятия помочь кому-либо, дать образование талантливым детям. Они не понимали, что такое талант. В их понимании талант это, ни о чем. Какой еще талант? Талант это украсть хорошо, там, идти где-нибудь вышибалой работать. Вот, пожалуйста, талант. Или там продавать себя и прочее. В их голове было это. Они так поднялись. Это выскочки. Потом приходит уже другая часть богатых людей. Это генералы, у которых машинами, самосвалами вывозят деньги из подвалов. Следующая элита – это уже чиновничья каста, которым можно все, их деткам можно все, детки их одеты с иголочки, парфюм стоит миллионы, сумки еще дороже, машины, они могут ездить против, пересекая двойную сплошную, навстречку могут ехать. И люди, которые это выкладывают и показывают их, поведение этих золотых мальчиков и девочек, они еще и, оказываются, виноваты. И приходит следующая каста. Депутаты, чиновники, которым можно все. Почему? Потому что мы уже рассматриваем это как само собой разумеющееся. Мы понимаем, что никто из нас никак повлиять на это не сможет. Нам приходится мириться, и юморить на эту тему, да, и все, собственно говоря. Мы понимаем, что вот каста, кастовый метод и вот эта вот элита, сама по себе элита, это, если так перевести, должны быть лучшие. Самые лучшие в своей профессии. Это военные, летчики, мастеровые, это писатели, то есть мыслящая часть населения, которая за собой ведет остальной народ, да, разумная часть, интеллектуальная часть населения. Но у нас элита совсем другая, мы это прекрасно понимаем. Потом приходит время, элита меняется. Вот 90-е были военная элита, генералы, которые строили дачи. И сейчас они делают, не так открыто. Тогда это все было возможно. Потом элита полиция, милиция, в общем, МВД. Теперь элита чиновники. Вот так получается, когда элита вот такая, сами понимаете, что люди озлобляются, и они всю свою злость, ненависть и негодование изрыгают на тех, кто чего-то добился, не понимает даже, что этот человек вообще ни при чем в этом всем деле. Так вот, я веду к тому, что в таком изменчивом мире, непростом, выжить непросто. И как в этом мире рождаются, живут и выживают ведьмы. Не только выживают, но и учат других, как это делать. Вот ведьмы сами по себе, они не ласковые люди. Потому что они имеют дело со всякими человеческими пороками, они ласковыми быть не могут. Они очень порой жесткие, колкие. То есть они не нуждаются в общественном, таком принятии и во всеобщей любви. Мнение общества их особо не интересует. Именно поэтому ведьмы, конечно, вызывают раздражение, потому что они не стараются никому нравиться. Они могут встать и уйти, они могут высказать в лицо все, что думают,
Они могут послать. Они не согласны там за любые деньги лизать задницу кому-либо или ходить вокруг да около. Поэтому те, которые называют себя ведьмами и пытаются всем понравиться, пытаются, знаете, это вот мяу-мяу, я хорошая, а там вот плохие, это к ведьмам абсолютно не имеет никакого отношения эти люди. Ведьме не нужно амулеты нацеплять или с плакатом ходить, что она ведьма. Она может просто в спортивке пойти, растрепанная так в домашней обстановке, по своим делам и не привлекать никакого внимания, если ей это внимание не нужно. А может одеться там очень вызывающе. Это собирает она энергию. Вот идет просто по рядам. Все на нее смотрят. О, какая шикарная женщина. Она собирает энергию. Ей становится хорошо. Она прям напиталась, пришла домой и все это сняла, ей это не нужно. Она дома в обычных вещах. Ведьма не гонится за мнением, за одобрением публики. Поэтому вот эти все фотосессии с совами, змеями и так далее. Это, конечно, красиво и интересно. Но это так, изредка, может быть, по настроению у нее. А так, чтобы сказать, что она именно на это делает акцент, на внешнюю картину, нет, ей это не нужно. Она человек одинокий, обособленный. Даже если у нее есть семья, семья – это одно, а работа – это важнее. Дело, поклонение, служение. Семья не может занимать первое место в жизни. Никто не может занимать первое место в жизни. Потому что она жрица, она пришла здесь служить этим силам. Если ей позволили хоть немного жить жизнью обычной женщины, она должна работать очень много. Она пришла служить этим силам. По сути, ей могли не дать эту возможность создать семью, но дали. Вот она должна отрабатывать это. Она не должна отвлекаться на семью. Она может быть и любящей там женой, матерью, но у нее очень много, то есть большая часть жизни – это холодный расчет, вот эта вот змея, которая не отвлекается ни на что, кроме своей добычи. Ведьмы, они не сетуют на судьбу. Они всегда благодарны за все. Если в их жизни что-то случается, первым делом, что они делают, они начинают думать, где они опростоволосились, где их ошибка, в чем они не так, где они допустили оплошность. Почему так случилось? Они никогда не будут искать виноватых каких-то, они не будут плакаться, они не будут жаловаться на судьбу, они расскажут о том, как они прошли трудности, но при этом дальше продолжают жить. То есть это сильные люди. И глядя на их пример, может быть, вы поймете, почему они такие стойкие. Они ищут слабые точки в себе. Что я не так сделал, за что мне дали, за что, для чего? Для чего я это получила? Почему? Какие выводы я должна делать, что я не должна повторить потом? Вот так живет ведьма. Ее энергия такая, она так рождена. У ведьм нет проблем, есть новые возможности, новые решения. Ведьму бесполезно запугивать, шантажировать. То, что для обычной женщины смертеподобно, для ведьмы это просто испытание на прочность. Показать переписки, показать разговоры, вообще. Она не согласится на ваши условия, лишь бы вы это не показали. Она решит так: один раз пройду это испытание, эту боль, зато отниму у них козыри. У них не будет больше никаких козырей против меня. Никогда. Никогда ни одна ведьма не подастся на шантаж, на запугивание, на что-то другое. Она это пройдет и другим покажет, что
С ней так разговаривать бесполезно, она не пойдет на компромисс. Переживет этот момент боли. Но зато вы уже больше не властны, у вас козырей нету против нее. Я уже говорила об этом и повторюсь. Для ведьмы мир – это пластилин. Она лепит из этого мира то, что ей нужно. Вообще не важно, что происходит в мире. Это не имеет значения. Ее сознание, ее мозг, ее ум работает таким образом. Даже если весь мир рушится, у меня все будет хорошо. Мне должно быть хорошо. И я сделаю так, что у меня будет хорошо. Меня это не коснется. У нее нет паники. У нее внутренняя уверенность, что она все сделает так, как ей надо. А для человека трусливого, для человека, который зависит от перемен в этом мире, от всего, что происходит, мир – это железобетонная стена, об которой бьется и не может пройти. Вот берите пример с ведьм. Ну и что? Ну, там решили как-то мне навредить. Это меня сделает еще сильнее. В следующий раз я уже буду знать, как вообще это делается. Может быть, вы заметили, что я всегда на все эти вызовы, на все эти доносы, на все эти ложные выкрики и прочее отвечаю с юмором, со смехом, пиная этих товарищей. Почему? Тебя хотят вывести, чтобы тобой питаться. Если ты выйдешь из себя, ты ему откроешь двери. Это все равно, как выйти и открыть двери крепости перед ордой. И считай, ты пропала. С юмором. Очень хорошо. Испытание. Включаем хладнокровие. Проходим это испытание. Идем дальше. Козырь отобрали. Что у вас против меня еще? Что бы в мире ни случилось, у вас всегда будет хорошо. Ну, если по примеру ведьмы посмотреть. Я помню, когда не могли люди найти работу вообще годами, я их находила постоянно. Даже временные подработки, неважно. Я приходила просто в школу. Я знала, что эта школа, там требуется всегда учителя на замену. Кто-то в декрет собирается. Обязательно. Здравствуйте, я учитель истории. Мне сказали, вам требуется учитель. Кто сказал? Мы нигде такой не говорили. Не знаю, я слышала так. Мне сказали в этой школе. Ну, погодите. Позвонила директору. Она, а можно, пускай я прихожу? А кто вам сказал? Я говорю, ну какая разница? Маша, Наташа, Карина, Марина. Женщина сказала. Ну, вообще-то у нас одна собирается в декретный, может, через неделю с чем-то. А вы можете там принести документы и так далее. Все, меня приняли, я работаю. Я поработала 3 года, потому что она потом вышла с декретного. Ну, меня увидели, меня приглашали уже на в другие классы, мне дали там работу, тут работу, еще куда-то пригласили. Потом я нашла работу воспитателем по этой организационной части в каком-то этом техникуме. Потом меня попросили дежурить иногда там в этом общежитии. Все. Я не думала о том, дефицит с работы не возьмут, не получится, что мне делать. Я просто шла и говорила, у вас есть работа для меня? Да нет, мы вообще не думали. А я говорю, есть, я слышала, что у вас есть работа. И они, когда видят упорство человека, они не хотят упускать. Человек хочет работать, пришел работать, готов. А вдруг, подождите, у нас же вообще-то декрет. Сначала ИЗО преподавала, я хорошо рисую. Потом географию. Потом труд. Потом историю. И вот так вот меня взяли, меня не отпустили оттуда. Спокойствие. Нет работы, будет работа. Как там в этом фильме, сделаем. Нужны ли ведьме атрибуты? Друзья мои, давайте сравним с врачом. Понимает ли врач
что-либо в болезни, если у него не будет там чем слушать, чем там постучать, рентген и так далее. Если он профессионал своего дела, он, конечно же, поймет. Он знает характер болезни, и он поймет. Но чтобы ему глубже изучить и понять, насколько запущена эта болезнь, он должен анализы проверить. У него должны быть инструменты, у него должна быть техника, где он проверит человека и поставит более точный, четкий диагноз, поймет, какая стадия этой болезни и как лечить. Согласны? То же самое ведьма. Когда все время цепляются к атрибутам, атрибуты, зачем эти атрибуты? Да, я согласна, если есть люди, которые пустышки, они просто смотрят и эти атрибуты покупают, делая вид, что они ведьмы. Конечно, не в атрибутах дело. Но атрибуты – это инструмент, как инструмент у того врача. Если нечем резать и зашивать, врач возьмет обычную иглу, протрет спиртом, возьмет просто, я не знаю, нож, топор, бритву. Он этим сделает операцию. Потому что он знает, как надо это делать. Если выхода нет, если люди в подвале, если бомбы падают, если надо спасти человека, он возьмет обычными инструментами, тесаками сделает эту операцию. Понимаете? Он сделает его. Но если у него будут скальпель, шприц и прочее, то его лечение, операции будет эффективной 100%. Правда? То же самое в магии. Конечно же, сила не в инструментах, сила не в атрибутах. Но атрибуты, они вспомогательный инструмент. Они сохраняют энергию, они помогают. Камни помогают. Вода, свеча – это всего лишь источник огня. Можно, конечно, костер зажигать, а можно свечу поставить, вот тот же самый огонь. В любом случае за жизнь ведьмы эти атрибуты собираются. Черный цвет алтаря. Почему? Потому что черный цвет поглощает все другие цвета. Черного цвета в природе нет. Черный цвет – это искусственно создан нами. В природе темно-фиолетовый, темно-коричневый, темные тона. Черный – это перемешанные все цвета. Она вбирает в себя отрицательную энергию. Поэтому, естественно, алтарь, камни, огонь – это уважение к силам. Обращается человек к силам. Он должен показать им уважение. Он не должен пластиковые стаканы и бутылки ставить. Атрибуты важны, да. Не главное это. Она может посыл сделать, открыть окно и в открытый просто космос отправить этот посыл, и оно получится. Но если она сделает еще и ритуал, то получится намного сильнее, намного дольше и закрепит этот результат. Самое главное в работе ведьмы – это не картинка, это не антураж. Это результат. И самый главный результат – это когда она на своем примере показывает развитие. Если ведьма ходит без денег, если она собирает деньги, просит там, отправьте мне на лечение, отправьте мне на мороженое, отправьте мне на ЖКХ, то как она может учить других, как подняться? Она не знает секрет богатства, она не знает, как к этому прийти. На своем примере она должна это показывать. У нас в селе была женщина, которая якобы там кого-то лечила, что-то еще. Она приехала ненадолго, жила там, то ли родственница была чьей-то. У нее старые вещи, она... Это не относится к тому, что там вот сельские ведьмы, они не носили золото, бриллиантов. Во-первых, оно у них было, накапливалось. Но сельским ведьмам приносили гусей, кур, знаете ли, приносили мешок зерна, приносили еще что-то, забор чинили. Они зажиточно жили, эти женщины, они не были бедны.
В любом случае профессионал не бывает беден. Любой профессионал. Но вот эта женщина, которая в старье ходила и так далее, я запомнила, была маленькая, и там что-то разговаривали, маминой там матери, женщины какие-то собрались. И вот, мол, она сильная, сильная, вот она помогает, люди богатеют. И она сказала, как же она помогает богатеть, если сама голодная ходит? Что же она себе не наколдовала денег? Я вот это запомнила. Люди смотрят на пример. Не обязательно, чтобы ты миллиардером была, но если ты сама живешь в нужде, значит, ты не умеешь привлекать деньги. Ты не знаешь, как это делать. Ты не можешь этому научить. Вот в чем дело. В нужде. Ведьма не должна жить в нужде. Если она живет в нужде, значит, эти силы не помогают. Значит, они не имеют с ней связи. Понимаете? Она живет в бедности, значит, силы не покровительствуют. Человек, который живет в бедности, он уже изначально лишен удачи. Как она может других научить, как это привлечь? Она сама себе не привлекла. Согласны? Да. Кроме всего прочего, многие силы, не все, но многие силы, им легче выйти на контакт с ведьмой или с человеком, который просит о помощи, через предмет-посредник. Поэтому эти предметы-посредники иногда просто жизненно необходимы. И амулеты, и талисманы, и прочее, прочее, они, конечно, играют роль весомую в магии, но не самую главную. И не те амулеты, талисманы, которые покупаются где-то там, а именно работа, которая активизируется самим человеком, то есть это дана работа ведьмой. И, ну вот, можно, да, заказать у мастера этот амулет и активизировать время от времени своей энергией. Это тоже амулет и талисман. Это тоже предмет-посредник. Это не узоры и не знаки вас оберегают. Эти узоры и знаки, это как приманка, как крючок, которым вы тянете из потустороннего, из тонкого мира определенную силу. И он становится как, стражником этого предмета. Сопровождает этот предмет. Вот как, знаете, джин, я там, раб лампой. Это более грубая форма. Ну, не раб, но стражник вот этого амулета. Вы этим предметом-посредником, этими таинственными магическими символами притягиваете и привязываете к себе определенную силу, которая будет вам подчиняться, помогать, ну, смотря какую задачу вы перед ним поставили. Поэтому никак невозможно ни практикующему человеку, ни человеку, который обращается к силам, совершенно без атрибутики находиться. Оно нужно, должно присутствовать. Это алтари, это усиленная связь, это стихии, это связь со стихиями, это место, которое все время насыщается энергией, человек приходит, просит, делает вот свои эти подношения, отправляет посылы. Определенный портал создается в доме из этих предметов, которые как аккумулируют, знаете, эту энергию, вбирают энергию, отдают, которые в конце концов становятся просто полные силы, энергии и вот обеспечивают связь человека с этим потусторонним миром. Не везде сильно получается как бы привлечь эту удачу или заговорить, или что-то еще. Есть места силы, это не просто так сказано. Места, где особенно сильно это слышится, это порталы. Вот 13 врат в Нави, я там привожу, да, это печь, это колодец, это поле, это кузница, это мельница, это река, это лес. Вот это места, где особенно сильно, если произносишь и просишь, оно слышится особенно сильно, особенно быстро.
И там набирается человек энергии. Ну, перекрестки, естественно, там все это перечислено. Где-то можно набираться энергии, где-то надо откупиться, где-то надо сбрасывать, оставлять негатив. Где-то, наоборот, надо идти и вбирать положительную энергию в себя. Но это все должно быть. Без этого, не существует. Мир материален. Без материального составляющего, без физического составляющего, без каких-либо предметов тяжело этого всего добиться. Тяжело. Возможно, но усилий потребуется больше, и результат будет не такой, как хотелось бы. Поэтому вот эти все атрибуты, они нужны. Как хирургу нужны его инструменты. Как писателю нужна ручка и бумага, где он будет писать свои книги. Где художнику, то есть как и художнику, нужны краска и полотно. Да, он художник, у него талант в голове, но без краски и полотна он это не покажет нам. Понимаете? И писатель без ручки и без чернила, сейчас без компьютера, ладно, где он печатает. Он же должен воспроизвести этот текст, чтобы мы прочитали и поняли. Режиссер же не может просто быть режиссером, просто быть талантливым режиссером, вот поверьте мне. Он должен свою работу показать на уровне физики, то есть мы должны это видеть. Актеры участвуют, оператор, декорации. Может человек без декораций, без ничего снять фильм? Может, если декорации служат, например, природа. Но все равно это же надо снять на что-то. На видеопленку надо снять или просто вот на современные там технологии. Поэтому утверждать, что атрибуты это ерунда, это все не надо, это только могут невежественные глупые люди, которые ничего не понимают в магии. К любой бабушке приходите, у нее были атрибуты. Пускай не современные, просто всему свое время, каждое время диктует свои правила. Я уже говорила об этом. Мы не можем одевать вещи, которые нам подарили или купили в возрасте, когда нам было 10 лет. А сейчас мне 45 лет, и я пойду и влезу в платье, которое там купили мне, когда мне было 10 лет. Это реально? Нет. Так то же самое, когда мы говорим, вот в старину это было не нужно никогда. Но в старину, 1000 лет назад, одно было условие, через 1000 лет другое условие. В старину ходили, просили там кузнецов, сделать кованые какие-то ключи, какие-то атрибуты. Сами шили какие-то куклы для того, чтобы скинуть туда болезни. Сами собирали пчелиный воск или покупали, сами лепили, делали эти свечи, как источник огня. 1000 лет назад вот так делали. А сейчас есть магазин, где можно пойти это купить. Так и почему бы это не делать? Понимаете, о чем речь? Поэтому вот эти все выкрики насчет того, что атрибуты не нужны, они нужны, просто они не главные, они в магии, но очень важные составляющие. Без них никак. Без них никак. Если человеку дать самые дорогие краски, самые лучшие полотна, и дать ему самую лучшую мастерскую, но у него нет таланта художника, он ничего не изобразит. Если дать вам ручку, бумагу, а вы не писатель, вы ничего не напишете. Если вам дать самые лучшие там гитары или самые дорогие, скрипки Страдивари, но вы не музыкант, вы не сможете на них играть. Понятное дело, что весь талант внутри вас, но чем-то это надо исполнить, это надо как-то воспроизвести. А как это сделать? А как отчитывать, как показать, что нужно огнем отчитывать, что каждый раз костер разжигать дома? Нет, свеча есть. Понимаете? Ключи есть кованые. Камни, которые вбирают. Каждый раз представлять это божество, лучше купить статую этого божества. И легче связь держать, потому что в голове образ есть. И так далее. Далее.
ведьма, она вбирает в себя разные потоки энергии. Она все время в действии. Ее мозг не отдыхает. Это сны, это голоса, это природные явления, это видение, это образы, это фантомы, хрономиражи, предчувствия. Ее мозг, ее разум никогда не отдыхает. Поэтому ей нужно время от времени наполняться энергией. Ей нужно выходить, гулять, ей нужно на природе, ей нужно к реке. Это дает ей силы жить дальше. Она как бы получает вот свой заряд. Иначе батарейка просто сдохнет и закончится на этом. Ведьма может раскрыть архивы памяти. Архив памяти рода человека. Вот приходит человек или пишет человек, чтобы понять, где его проблема, откуда все началось, раскрывается память его рода, его крови. И все как на ладони. Почему человек не может разбогатеть? Есть страх богатства. В роду как только богатели, как только собиралось золото, еще что-нибудь случалось. Они откупались этим золотом. То от красных, то от белых, то от немцев, то еще от кого-нибудь. Как только появлялось богатство, это богатство уходило на какие-то, на спасение жизни, можно сказать. И подсознательно род закрыл себе дорогу к богатству от страха, чтобы опять не подвергнуться новым испытаниям. Нет денег, не надо откупаться, не придет беда. Так думает род и закрывает доступ к богатству. Вот архив памяти рода, который ты хранишь. И архив памяти своего рода становишься берегиней, или берегиней крови, или берегиней рода. И открываешь архивы памяти других родов. Ты носитель памяти своего рода. Вот я взяла и написала о своей жизни, написала о своем детстве, о людях, которые были, о своих родных, о предках. Это архив памяти моего рода, который я сохранила, передала, написала, людям оставила. И после меня будет жить эта память. Мне доверили, видите? Мне дали. Не все так делают. Но есть хранители памяти рода. Чаще всего это ведьмы. Но и архив памяти не только своего рода, но и других родов. И раскрывает этот архив, раскрывается перед этим человеком. Потому что представитель этого рода приходит, его толкают туда, приводят его предки. Естественно, они раскрывают и показывают, что у них в роду не так, чтобы помочь их потомкам это исправить. Ведьма живет в своем родовом поле. Все время. Ее сны – это связь с ушедшими предками. Это не просто сны. Они приходят, они что-то говорят, они что-то передают ей, чему-то учат, предупреждают, помогают. Если чаще снятся мертвые, значит, в жизни тяжелый период, и они все время приходят, чтобы дать силы, поделиться энергией. Они показывают, что они рядом находятся, поэтому как только ваша душа выходит в астрал, или вы засыпаете, каждый человек, который спит, он выходит в астрал. Просто кто-то далеко может идти, а кто-то рядом. И когда каждый второй сон – это ушедшие родственники, или часто, например, видят, когда родственники пируют, сидят. Пируют – это они кого-то ждет из родных, и чаще всего потом кто-то умирает. Это уже испробовано не раз. Но иногда бывает, что они просто сидят, ты наблюдай за ними, не присоединяйся, но они есть. Вот все сидят, все толстые говорят, как живые. Это значит, как только ты засыпаешь, твоя душа, как только немного выходит из тела в астрал, сразу их видишь.
О чем это говорит? Они рядом, значит. Значит, они пришли, они обитают очень близко. А очень близко они обитают в то время, когда человеку нужна защита. Они видят будущее, они видят намерения врагов против тебя. Они видят какие-то опасности перед тобой. Они приходят. И когда все это пройдено, заканчивается, они больше, долгое время могут не приходить. Иногда она слышит их голоса, иногда ощущение, как будто бы прям вот живые, они рядом находятся. Потому что она живет в родовом поле своих предков. Всегда рядом, всегда начеку, всегда эти силы рядом. И вот я сейчас объясню, что это вообще, чем это чревато для тех людей, которые ее затрагивают. Нужно помнить, что сила ведьмы – это ответственность прежде всего. Она не будет ее разбазаривать. Сила – это не игра. Сила – это очень большой груз, очень тяжкий крест и ответственность. Именно поэтому она очень осторожна со словами. Она говорит, все, что говорит, сбывается. Ей случайно никакую информацию не дают. Когда люди мне начинают говорить о том, что вот, а как понять, ведьма вы или нет, я говорю, вы просто возьмите, послушайте сделанные в начале года все предсказания и сравните с тем, что уже сбылось. И сбывается, и будет сбываться дальше. Все. Если у человека нет ясновидения, нету связи с этими силами. Нет связи с силами, эти силы не подчиняются ей. Не подчиняются ей, она ничего не сможет делать. На бытовом уровне наученные, обученные ведьмы тоже могут сделать. Что-то прочитали, по рецепту пекут торт. Вот получилось вроде что-нибудь. Но дальше они не пойдут. Дальше у них не получится. У них не получится очистить рот. У них не получится вырвать из лап смерти. У них не получится защитить от смерти, от пули. У них больше ничего не получится. У них получится на бытовом уровне. Снять там головную боль, начитали что-то еще, да. Это на бытовом уровне, который может получиться у любого человека, если правильно провести работу, которую дали. А вот у родовой ведьмы совершенно другое. Силы ей подчиняются. Поэтому, когда люди мне пишут о всяких порчах, которые наводят соседи, друзья и знакомые, я объясняю, порчу, чтобы навести, надо, чтобы эти силы тебе подчинялись и делали, как ты хочешь. Пришли и испоганили жизнь человека. А силы подчиняются не всем, единицам в этом мире. Поэтому при всем желании они не могли вам ничего навести. Может быть зависть, может быть злой посыл. Может, вы сами что-то сделали неправильно, и за это наказываетесь. Многое может быть. Не надо всегда думать о порчах. Редко кто умеет делать порчи. А кто умеет, он не будет налево-направо порчи делать. Потому что это очень энергозатратно и очень большая ответственность. И сила дается разумным. Дуракам сила не дается, которые считают, что можно пачками лепить порчи. Понимаете? Работа, которую делает ведьма, получается. Но при этом силы забирают огромную энергию. Поэтому ей нужно восстанавливаться. Кроме всего прочего, ее тело как проводник. Труба, если хотите. Дорога, мост между людьми и духами. И она вбирает в себя все людские бедствия, все трагедии, все страхи. Она фильтрует через себя, через свою энергию, через свое сознание. И ей нужно время от времени очищаться, не забывать о себе. Потому что она будет засорять себя, а через время у нее просто не будет сил и здоровья.
Поэтому ведьма иногда выглядит как старая бабка, синяки под глазами, а через несколько дней как будто и минус 20 лет. С чем это связано? Через ее тело, через ее организм, через ее физиологию проходит очень много различных сущностей. Каждый из них забирает силу. Некоторым сущностям много тысяч лет, некоторые сущности это духи смерти. Конечно, ты будешь похожа на мертвую, пергаментная, уставшая, никакая. А потом это все скидывается, очищается, они уходят. Каждый забирает свою энергию, каждый забирает схожесть со своей стихией или сферой. И возвращается нормальное физиологическое состояние. Поэтому ведьма не стареет. В прямом смысле этого слова. Она не стареет. Она может быть полной, она может быть худой, неважно. Она не стареет. Она не превращается в старуху. Она всегда сохраняет бодрость духа. Она всегда сохраняет упругость кожи. Она всегда в разуме. Она всегда спокойно ходит, разговаривает. Она всегда наводит чистоту. Она всегда активна. Она просто умеет восстанавливать себя, в отличие от обычных женщин. Со временем ведьма перестает бояться нищеты, перестает бояться врагов, потому что мы все живые люди. Если нам делают зло, если нас преследуют, конечно, мы боимся за себя, за близких, мы боимся остаться ни с чем, мы боимся, что разрушат нашу жизнь. Но это в начале пути. А потом уже приходит уверенность и спокойствие. Она себя найдет везде. Она везде найдет себе уважение. Где бы она ни оказалась. Везде будут ее бояться, приходить за помощью. Она везде полезный человек, поэтому ей уже бояться нечего. Она не боится бедности, потому что она бедной никогда не будет. И богатой очень не будет. Почему? Потому что если она будет слишком богата, она обленится, а силе нужно, чтобы она все время работала, создавала, получала и так далее. Но и бедной она не будет никогда, потому что чем старше она становится, тем востребованнее, тем больше они ее узнают, тем больше люди благодарят, откупаются. Неважно, назначает она плату, или ей отдают сколько хотят, сколько могут. Она не будет бедной. Со временем она становится как эталон благополучия. Она своим благополучием, своим ростом показывает, что это возможно, что она знает тайны, как подняться и получить свое в этом мире, как свое взять с этого мира. Своим примером показывает, что человек неисчерпаем, что человек до конца своей жизни, до последнего вздоха может жить качественной жизнью, быть полезным, созидать, создавать и так далее. Она сама пример благополучия, поэтому может учить других. Далее. Со временем ведьма перестает вообще мстить, именно мстить. Перестает тратить силы на месть, потому что за нее заступаются те силы, которым она нужна. Вот у вас есть какой-то, не знаю, полезный инвентарь или техника. Вот эту технику вы сдаете в аренду. Ну, асфальт делают, например, машины какие-то для укладки асфальта. Они приносят вам миллионы. И вдруг кто-то приходит, садится в эту машину просто ради шутки, ломает все, куда-то не туда нажимает, машина эта переворачивается, разбивается. Что вы сделаете с этим человеком? Вы будете с ним судиться. Но в 90-е и не то бы сделали. Почему?
Потому что машина, которая приносит тебе миллионы, ломается по вине какого-то дурака. Вот ведьма – это та самая машина, инвентарь для сил. С помощью ведьмы силы получают энергию с этого мира. И если какой-то идиот начинает выводить эту ведьму, то есть на время просто уводит в сторону, на время ломается техника, и ты не получаешь свою прибыль. Кто-то вывел из строя эту технику на время, и сила не получает свою энергию. Как думаете, что они сделают с тем, кто виноват в этом деле? Кто ее вывел из равновесия, разозлил, отвлек в сторону, написал какие-то доносы, ей пришлось ехать там, объясняться, что-то еще. Время потеряла. Энергию не дала этим силам это время. Так вот, месть сил будет намного страшнее, чем если бы она взяла и сделала порчу. Что случается с жизнью людей, которые лезут в поле ведьмы? У ведьмы зеркальная энергия. Она такая родилась. Ритуалы защиты, которые даны мной, обычным людям, они тоже отзеркаливают, помогают, возвращают назад все. Но у ведьмы энергия изначально зеркальная. Вот все, что вы отдаете ведьме, вы получаете 100 раз страшнее обратно. Или в хорошем смысле. Я заметила люди, которые откупаются часто, люди, которые благодарят за каждую работу, вот они получили результат и отблагодарили. У них еще больше этого результата. И они начинают очень хорошо жить. Прям очень хорошо жить. И они мне говорят, вы знаете, я заметила одну вещь. Я откупаюсь, мне опять приходит какая-то и сумма, и прочее. И постоянно какие-то возможности. Почему так? Потому что я зеркало. Ты отдаешь добрую энергию, хорошую энергию. Отдаешь. Оттуда возвращается 100 раз больше тебе обратно. Отдаешь пустоту, возвращается пустота. Ты берешь мое, используешь, не говоришь спасибо, ничего не делаешь в ответ. В следующий раз придет пустота. Больше тебе не помогут. Ты делаешь мне зло за хорошее. Тебе возвращается это зло во 100-кратном размере. И у тебя все рушится. Сыпется жизнь. Поэтому, если делают ей больно, пытается очернить, забирает его труды, пытается присвоить. Вот эта зеркальная энергия, зеркальное поле ведьмы, аура, зеркало, она возвращает им во 100-кратном размере. Она может даже не знать, что против нее что-то готовится. Но вот эта вот энергия отзеркалит все и вернет назад со 100-кратной силой. Понимаете, это когда вы с горы кинули один камень, и пошел весь камнепад вниз. Или вы кинули камень в гору, в скалу, ради забавы, а на вас оттуда глыба упала. Вот то же самое происходит и с ней. Как в вашем любимом фильме, когда Сюмбуля Агу достали, и он сказал, да чтобы на вас камень упал размером с Сюмбуля Агу. Вот размером ведьму падает на вас камень. Не удивляйтесь, что вы остаетесь потом на обочине жизни. С разбитой судьбой, без денег, без благополучия, без удачи, без жизни, без ничего. Она даже может об этом не знать, что вы хотели против нее что-то сделать. Она может и не отомстить, она может и посмеяться, она может и послать вас и забыть, как вас звали, потому что не видит в вас опасности или какую-то угрозу. Но эта зеркальная аура вам это вернет. Поэтому хочу вам сказать, сделайте ведьме добро, вернется во 100-кратном размере. И все, кто это делает, подтвердят мои слова, я уверена.
Сделайте зло, вернется во стократном размере. Люди иногда не понимают, что в очередях или где-нибудь еще обидели ведьму. Обозвали, что-то не то сказали, и не поняли, почему у них после этого жизнь рассыпалась. Они-то привыкли свою пасть открывать на всех. И вроде прокатывало, ничего там не случалось, нормально все. Как обычно. А тут просто женщине сказали что-то, она повернулась, посмотрела так, с презрением, ничего не сказала и пошла. Вечером температура, головные боли, рвота, тошнота, плохо, деньги начали уходить, дома начались ссоры, развод, разлад, аварии. Почему? Вам эта зеркальная ее аура все вернула. Потому что есть закон справедливости. Она не нападает, она защищается. Она никогда просто так не придет вам делать зло. Это очень разумные создания. Им это не надо. Они не мелочные, не тщедушные, они не будут мстить за каждую ерунду. Они отпускают из своей жизни людей спокойно. Не хочешь со мной быть? До свидания, иди живи своей жизнью. Поэтому для того, чтобы вывести ведьму на такое, надо очень сильно постараться. Ведьма — холодный наблюдатель. Она не будет никогда мелочиться. Я вам рассказывала случай из моей жизни, еще раз расскажу. Пошла покупать вещи. Не помню сейчас, то ли 25 тысяч, то ли 30 тысяч я должна была отдать. Я купила некоторые спортивные костюмы, все мне понравилось. И я помню, что отдельно у меня лежали 5 тысяч. Я положила на стол. Потом достала то ли 20, то ли 30, не помню сейчас точно. Но я знаю, что я полную сумму положила. И она мне, еще 5 тысяч. Причем я часто приходила и покупала. Она так бесстыдно сказала мне, я могла бы там скандалить. Кто-то скажет, что это, ну ты дурочка, что ли, 5 тысяч просто так отдала? Да. Я знала, что за 5 тысяч она 5 тысяч раз пожалеет. Я говорю, да? Ну ладно, да, возьмите, конечно. Положила еще 5 тысяч, забрала вещи и ушла. Через 3 дня где-то прихожу, другой парень продает. Я говорю, а где ваша продавщица? Ой, она упала, ногу сломала себе, она еще долго не выйдет на работу. Я не пожелала ей ничего плохого. Мне просто стало неприятно. Тем более ты знаешь меня и так себя подло ведешь. Нельзя так вести. Ну, хорошо. Таксист, который вначале сказал одну цену, мы собрались там ехать. Он сказал вначале одну цену, 2000. Потом уже поехали на полпути. Вы знаете, 3000. Хорошо, ладно. И потом, а можно в начале деньги? Я говорю, хорошо. И вдруг он говорит, ой, вам надо вот сюда? Нет, 5. Я хотела сказать, да пошел ты знаешь куда, останови, сейчас выйдем. Не сделал этого. Я говорю, хорошо, и деньги вперед. Я отдала деньги вперед. На полпути у него мотор стукнул. Он деньги мне вернул, хотел вызвать такси. Я говорю, не надо, я сама вызову. Я вызвала за 450 рублей и уехала. Расстояние, может быть, чуть заплатила бы, если бы прям сначала, еще 200 сверху. 500 рублей с чем-то и все. Он мне 5000 взял. У него стукнул мотор. Он вызвал эвакуатор. Хозяин там его материл по телефону. Сколько ему обойдется это все? Эти 5000. Я бы могла сесть и пасть открыть, и там скандал устроить. Чаще всего устраивают скандал люди, которые по-другому не умеют за себя постоять. У них внутри все бурлит, кипит, они должны высказать. А я знаю, что он накажется. Зачем мне орать, кричать, нервы тратить? Нет. Я знаю, что если я сейчас всю свою злобу на него не вылью, лучше бы я наорала и обматерила. Обошлось бы легче ему. Нет, я ничего не сказал. Я сказал, хорошо. Но он заплатил намного больше, понимаете, за свою подлость, нечестность. Поэтому
уже когда ты в жизни раз, два, три, ну, привыкаешь, что наказывается, сразу же наказывается, ну, тебе уже не надо ничего. Конечно, мы не можем ставить камеры везде и наблюдать за нашими врагами. Но учитывая, как некоторые люди, пытаясь меня уничтожить, сами умерли, сами там сели в тюрьмы, еще что-то там с ними случилось, ты понимаешь, что эти люди наказались. Все, зачем тебе что-то делать? Тем более, знаете, как у Понтия Пилата, смываю руки. Не ты решила так наказать, силы решили. На тебя нет ответственности уже. Вот по этому принципу я даю людям работы. Что, друзья мои, вы же не называйте Вася, Петя или Марина или Карина. Вы не называйте имени. Вы говорите, кто мне это сделал, пусть он наказывается. Если Петя и Вася не виноваты, им ничего не будет. А если будет, значит виноваты. Вы отдаете всю ответственность силам. И это правильно. Они отомстят лучше любого прокурора, поверьте мне. Вот по этим принципам и выстраивается вся остальная работа. Далее. Должен быть всегда энергообмен. Ведьма может позволить себе быть доброй, помогать. Но она должна помнить, что если она никак не создает энергообмен, если ее не благодарят никак за этот труд, она больше с этим человеком не должна связываться, помогать и работать. Ни в коем случае. Она заплатит. Понимаете? Не имеет она права. Она должна брать за свой труд хоть что-то. Если она полагается на совесть людей, человек откупается, замечательно, это очень хорошо. Если нет, она больше с этим человеком работать не должна. Она не должна ему помогать больше. Не потому, что она злая тетка, а потому, что она будет платить за него. И силы не любят это. Силы хотят, чтобы ценили то, что они дают. А если за что-то человек ничего не отдал, он это что-то не ценит. Следовательно, мы принижаем силу этим. Мы обижаем силу. Значит, как некоторые говорят, вот раньше-то ведьмы и вообще настоящие-то не берут, кто что даст. Извините, конечно, но они брали вашей молодостью, вашей энергией, вашей жизненной силой. Поэтому они до 100 лет доживали очень хорошо. Если ты не отдаешь ничего, ты отдаешь жизненной силой. Если ты не отдаешь ничего за эту помощь, ты даешь ей право забрать у тебя все, что она хочет. Моральное право. Ты берешь ритуал, провела, выиграла суд, очень хорошо, махнула рукой и говоришь, ну она же не знает, что я ее работу беру. Что мне с этого? Да, она не знает, что ты берешь работой. Но сила же помнит это. Если ты отдаешь откуп, любой, ты закрыла этот долг. Ты ее лишила возможности у тебя забирать все, что она хочет. А если ты не отдаешь, то она может в какой-то момент сказать, все, кто взял мой труд и ничего не отдал взамен, каждый из них пусть отдаст мне свое благополучие, свои силы и свою красоту, свою энергию, свои деньги. Она может это говорить. Скажу сразу, я такое не делаю. Пока еще. Не хочу. Не то, не надо мне это. Не нравится. Возраст еще не такой, чтобы я это брала. Но в какой-то момент она может разозлиться, сказать, все, кто взял мой труд и не расплатился, платите своим благополучием. Вот и все. И ты сразу резко потеряешь все, что приобрел с помощью моих работ. Это вы учитываете. Это я вам говорю, потому что так должно быть. Потому что тем самым я обижаю силой. Я задешево раздаю то, что миллионы брались, понимаете, испокон веков. Целое состояние дворцы отдавались.
Я отдаю просто даром. Я могу этим разозлить эти силы. Дабы их не разозлить, я должна иногда энергию забирать у тех людей, кто не расплатился. Ну хорошо, предположим, не те, кто взял мою работу, а кто пришел ко мне и получил мою помощь, но не рассчитался, не сказал спасибо, не откупился никак. И если я где-нибудь увижу в форуме, что она сидит, пишет и благодарит кого-то еще, я могу разозлиться и сказать: ах ты ж сучка, ты же ко мне пришла, я же спасла твоего ребенка. И что я вижу? Ты даже не помнишь, да, это? Тогда отдай мне свое благополучие взамен на это. Имею право? Имею. Почему? Потому что если ты взял и ничего не отдал, ты мне должна. Всегда. Пока не закроешь этот долг. Я просто вам говорю этот секрет, чтобы вы понимали. Это не только меня касается. Может, и к другому мастеру пойдете и так поведете себя. Знаете, что будет иметь право забирать у вас все, что хочет. А вот когда откупились, уже не дадут ей это право. Отсек человек, все. Ты не вправе ничего забирать. Не забывайте про закон свободной воли. Мы не имеем права сами предлагать свою работу. Мы не имеем права сами говорить человеку, что у него. Я когда-то так хотела помочь, абсолютно бескорыстно. Но когда меня оскорбили и прочее, я поняла: не надо. Если человеку дано, силы сами приведут его ко мне. И поэтому, когда некоторые говорят: вот помогите такому-то парню пропал или девочке, я говорю: уважаемые, пусть его родители пишут. Вы не имеете права туда лезть. Вы можете своим благополучием потом платить за это. Это, во-первых. Во-вторых, закон свободной воли никто не отменял. Вот, может, это очень верующие, воцеркованные люди, они очень боятся колдовства, и я не полезу туда. Я не имею права самой лезть и кому-то помогать. Они должны попросить. Должна быть свободная воля. Только тогда мне эти врата откроются, и я помогу этому человеку. В древние времена, когда люди шли к ведьмам, они открывали калитку и кланялись. Она еще не вышла, ее еще не знали, где она, дома, нет. И они здоровались и кланялись. Знаете почему? Потому что они знали, что за ней стоят силы. Силы ее рода, духи, сущности, демонические силы. Любые силы, которые есть, они стоят за ее спиной. И они кланялись этим силам, показывали свое уважение. И тем самым заслуживали их доверие, покровительство и помощь. Не забывайте, что за спиной ведьмы огромное количество разных сущностей. И настоящая ведьма, она всегда принимает свою темную сторону. Это лицемеры пытаются быть хорошими, пушистыми, верующими, еще какими-то, имеется в виду, занимающиеся магией, и в то же самое время показывают, какие они верующие. Вот я через Боженьку, я через Аллаха помогаю. Нету такого. Религии всегда против магии, потому что магия – это изначальная наука, и религии не хочется, чтобы человек умел контролировать свою жизнь. И им надо контролировать, их надо держать в узде, их надо страхом управлять ими. А если человек свободен, а магия – это свобода, конечно, он не выгоден. Он обратится к этим силам и получит желаемое. Он не будет мучиться, он не хочет мучиться. Он не хочет страдать, ему это не нравится. Ему не нравятся страдальческие эгрегоры. Он хочет свободы, он хочет любви, он хочет благополучия. Поэтому религии всегда против магии. Когда говорят, мы через религию делаем, но это уже откровенное вранье. Нужно уметь принимать свою темную сторону. Только та ведьма, которая приняла свою темную сторону и не лицемерит по поводу своей святости, по поводу Боженьки, по поводу того, что она очень верующая и крест животворящий, там что-то творит, чудеса и прочее, если ведьма не приняла свою темную сторону, ее век недолог. Даже если у нее изначально была сила, сила-то не отнимется, но жизнь отнимется. И продолжение рода может не быть.
только принимая темную сторону своего естества, не притворяясь, показывая себя таким, какой он есть, то есть какая она есть, и говоря открыто о том, что да, есть демонические сущности, да, есть сущности, есть бесы, есть духи, есть темные духи, есть... вообще нету в мироздании светлых сил. Есть темные и очень темные, и злые. Светлых не существует. Как там говорят, если две злые силы борются между собой, и одна злая сила побеждает другую, то ее называют добром. Поэтому помните всегда, что когда вы нападаете на ведьму и пытаетесь навредить ведьме, вы нападаете на ее род. Вы ее на время выводите из равновесия. Ну, если она поддается этому, например, определенное время. Вы лишаете эти силы сбора энергии. Вы злите род, который ведет ее, помогает, и если она там сказала вам, пожелала что-нибудь, это будет для вас как приговор. Если она ничего не сказала или просто сказала, пусть все будет по справедливости, что вы получили за свое вранье, это будет звучать как приговор, у вас жизнь будет разбита. Первым делом вы будете падать, спотыкаться, у вас будет кружиться голова, это значит, ее слово, ее энергия тяжестью легло на ваши плечи, и ваше тело, ваш организм пытается это скинуть. Ваши кошки и собаки будут шипеть рядом, лаять, выть, будут бояться вас, будут смотреть сквозь вас, где ваша, за спиной вашей, и вот шерсть дыбом, и глаза бешеные, и оскал, они будут кого-то бояться, потому что кто-то за вами пришел. Пришел вас душить ночью, бить, мучить, сны ваши там, вам навести кошмары. Кто-то пришел вас наказывать, забирать вашу жизненную силу, ломать вашу жизнь, уничтожать и сравнивать с землей. И первым делом будет это чувствовать ваше тело, ваша физиология. Вам будет плохо, у вас будет жар, холод, он борется. Ваша физиология пытается скинуть себе эту энергию, но не скинет. И если попросить прощения, они не злобные люди. Если вовремя попросить прощения, может быть, остановится это все. Но у людей настолько высоко вот это самомнение, тщеславие, тупая гордость, что они не пойдут на это, а очень зря. Хотя в некоторых случаях, даже если она простит, даже если она скажет, да мне вообще все равно, я даже не заметила, это не значит, что вы избежите наказания. Ведьма – это равновесие, понимаете? Справедливость. Она не имеет права иногда и прощать. Потому что, прощая, она поощряет зло на этой земле. То есть она приумножает. То есть она показывает, что можно делать все, что угодно, и за это ничего не получить. Это сигнал, что вы дальше будете творить зло. Вообще ведьма – это последняя капля. Когда человек творит зло, творит, в конце концов встретится с ведьмой. В конце концов с этой ведьмой начнет конфликтовать, и в итоге останется ни с чем. У разбитого корыта, а может и лишиться жизни. То есть Вселенная собирает вот этот бокал, собирает подлых поступков человека и в итоге отдает в руки ведьмы как правосудие. А ведьма, она не палач, она судья. Она не пришла, чтобы всем зло нести или всех уничтожить. Нет, она пришла для равновесия. Она пришла наказывать зло. И она не имеет права прощать. И помните принцип 3. Это когда твое слово, мысли и дела совпадают, тогда у тебя получается в жизни что-то. Когда ты говоришь, я хочу много денег, но в душе ты боишься ответственности, потому что много денег – это много ответственности. Это открыть свою ИП или там фирму. Это налоги, это преследование, это кляузы, это проверки. Надо к этому быть готовы. И 3 – это твои действия.
Ты должен работать, делать, отдавать энергию. Вот сначала подумала, решила, захотела. Потом делаешь, то есть твои мысли, слова и поступки должны совпасть. Тогда у тебя получится. То же самое в жизни. Если ты говоришь, нет справедливости в этом мире, мне сделали зло, но они безнаказаны, вспомни, что ты сказала, когда тебя спросили. Или там сказали, вот они такие плохие, ты сказала, ой, Бог с ними, я не злюсь, я добрый человек, я плохого не желаю. Ты так сказала, ты отправила сигнал. Можете не наказывать, я не обижаюсь, все, со мной можно так поступать, все нормально. Ты лицемер, ты хочешь наказания этих людей, но словами хочешь выглядеть, ты хочешь выглядеть пушистым, хорошим, добрым и честным и святым, но в то же самое время думаешь, хочу, чтобы они наказались. И ничего не делаешь для этого наказания. Какой будет итог? Они не накажутся. Когда ты идешь, и судья тебя спрашивает, вот они там украли твое кольцо, например. Вы требуете за ущерб, чтобы они вернули кольцо, еще и моральный ущерб. Ты говоришь, нет, я добрый человек, пускай будет, Бог с ними, я ничего не требую. Потом выходишь и говоришь, что это за суд, если они мне сказали, что, значит, вору ничего не будет. Но ты же сама сказала судье, ничего мне не надо, я прощаю. Ну и все, до свидания, иди домой. А если ты говоришь, да, я требую компенсации и мое кольцо, и чтобы его еще и наказали за то, что он сделал. Вот Вселенная – это тот самый справедливый суд, который примет во внимание твои слова и накажет. Поэтому ведьма не должна поощрять зло на этой земле, дать распространяться. Если ты не наказываешь зло и прощаешь, значит, ты соучастник этого зла. Это не значит, что за каждый кривой или косой взгляд надо идти мстить, надо идти там порчи делать смертные. Нет, нет. За это по шапке дадут и забудут. Оно должно быть равноценно преступлению. То есть не больше и не меньше. Но однако, когда делают больно ей, ее близким и прочее, она не имеет права прощать. Она должна их наказать. Словом, делом, пожеланием, посылом, иногда и порчей. И это справедливо, потому что невинный не пострадает. Для ведьмы все имеет большое значение. Она живет в этом мире. Она не задумывается над этим каждый день, не думает, вот мне надо сегодня такой цвет надеть. Подсознательно ее ведут. Но для нее имеет большое значение все вокруг. Если она идет на кладбище, она, как правило, надевает темные тона или серые тона. Серый цвет тоже отталкивает, кстати говоря, энергию. Или черный цвет. Может быть и в спортивке прийти, но чаще всего она старается темные тона, потому что темные тона защищают. Животные. Животные чувствуют ее силу. Видят. Собаки. Дикие животные. Любые животные, как правило, они обходят стороной, либо могут прибегать, лаять и отходить. Они не причиняют ей боли и урона. С малых лет она их понимает. Она подсознательно понимает, она телепатически с ними общается, разговаривает, как с детьми. Это на подсознательном уровне. Они для нее равноправные, равноценные создания вместе с человеком. С ними общается, как с детьми. И любая злая собака через некоторое время ляжет у ног, будет скулить, хвостиком махать. Они умеют подчинять себя, и причем ни криками, ни как-то по-другому. Их слушают животные и понимают. Ведьма не случайно носит золото и серебро. У меня есть целая лекция «Серебро в магии, золото в магии». Серебро, вы понимаете, что серебро отзеркаливает.
особенно серебряные украшения, без камней, просто вот как капля ртути иногда бывает такой, знаете, до такой степени, особенно радированное чистое серебро. Она отзеркаливает зло. Отзеркаливает, очищает энергию. Чернеет, ее надо чистить. Вбирает в себя отрицательную энергию. Это защита. Поэтому ведьма носит серебро и очень часто. Причем крупные украшения. И это не просто украшения ради красоты. Золото – это чаще всего, чтобы набраться энергии, сил. Золото притягивает силы, это камень солнца. Золото дает власть. Если там какие-то переговоры, разговоры, если какие-то очень важные события, она, как правило, надевает золото, чтобы ее слово имело вес. Она может надеть кольцо родовое от своей бабушки, прабабушки и так далее. Потому что семейное кольцо, семейное золото, или подаренное человеком, который ей дорог, оно имеет определенную власть над людьми. Камни. Их называют кости земли. Как правило, крупные камни. Как правило, настоящие камни. Темные камни – это больше камни власти, силы, скрытых намерений. Светлые камни – это больше очищает. Кварцы больше призывают, вызывают какие-то мысли, какие-то подсознательные такие подсказки. Жемчуг может очистить ситуацию или, знаете, застолбить эту ситуацию. То есть вот хорошо, в хорошем настроении надела жемчуг и пошла. В плохом настроении она жемчуг никогда не наденет, не возьмет. Почему? Потому что жемчуг может вбирать в себя, и она как отдает обратно ту энергию, с которой вы ее носите. Поэтому камни для нее это очищающие, это фильтрующую ауру. Иногда бывает, что камни лопаются, крупные камни. Это значит какая-то зависть, ненависть, которая шла к ней, она просто застряла в камне, и камень треснул. И самое главное, ведьма – это реалист. Она не живет в мире фантазий. Поэтому люди, которые вам втирают о каких-то магических братствах, о каких-то орден Черного Дракона и Красного Креста, о каких-то великих посвящениях в каких-то древних храмах, о каких-то учителях из древних там каких-то развалин, о каких-то путешествиях, каких-то великих учителей к ним и прочее, прочее, они очень далеки от ведовства и от магии. Ведьма – реалист. Она настолько хорошо знает мир духов и так часто сталкивается, что для нее это становится частью ее жизни. Обыденная, каждодневная жизнь. Она этому не удивляется, ей незачем придумать голливудские истории, чтобы привлечь людей, что вот она вот мир духов видит, какие-то там драконы летают и так далее. Когда вы слышите такой бред, это либо абсолютно аферистическая контора, либо человек-шизофреник. От таких людей держитесь подальше. Ведьма отчасти хладнокровный просто хирург, который отсекает все плохое, все вымирающее, все, что человека тянет на дно и мешает жить. И с другой стороны, человек скептик, который пока на себе это не проверит и не будет 100% уверен, что это работает, никогда это не применит к другим, тем более учить этому не будет. Вот, собственно, на сегодня, я думаю, достаточно, чтобы переварить эту информацию. Я, конечно же, потом продолжу эти лекции, поскольку они дают очень много полезного и пищу для размышления. Всем удачи!